Друзья, всем привет! Как вы знаете, золото есть абсолютно везде, не только в земле, в грунте, но также есть даже в растениях, абсолютно во всех, есть даже в человеке, в маленьких пропорциях. И сегодня я буду проводить эксперимент, буду извлекать золото из деревянной золы после сжигания дров. Здесь золы примерно 10 килограмм, по дровам это количество где-то полкуба дров, примерно полтонны дров деревянных. И я просто уверен в сегодняшнем результате. Сегодняшний результат я буду извлекать. Взял пинцетик, крышечку, куда буду складывать, и, конечно же, весы для измерения результата. Но перед этим в дровах, конечно, были гвоздики, саморезики. Я это сейчас все с водой перемешаю и магнитом все из воды извлеку. Просто извлекать легче из жидкого раствора, чем из сухого. Ну и блюдо для промывки. Все, погнали. Ох, пыльно. Да, все-таки золы получилось очень много, и придется, скорее всего, делать в 2 захода. Сначала это разберусь, а потом это доделаю. Так, получилось пол тазика золы и ведро воды. Вот я уже вижу, появляются первые гвоздики, которые сейчас нужно нам извлекать магнитом. Сейчас все перемешаем. Весь раствор, чтобы он стал сырым. Хотя, в принципе, можно остатки сюда все высыпать, потому что тут стало очень жидко. На дне осадка почти нет. Сверху только плавают угольки. Видно, а вся сажа, она растворилась в воде и стала жидкая. Все, сюда высыпаю оставшуюся золу. Ага, коробка пустая. Возможно, водички не хватит, сейчас придется еще принести. Итак, добавлю еще немножко воды. Очень много. Чувствую, что руками очень много тут углей недогоревших. Крупные куски угля. Так что это тоже сейчас придется все удалить. Крупные куски угля, железа, все это будем удалять из раствора. Но для начала все тщательно перемешаем, потому что, чтобы вся зола промокла и растворилась в воде. Вся сажа, вся зола должна раствориться полностью в воде, чтобы весь интересующий нас металл выпал в осадок. Он тяжелый, тяжелее золы, и все должно сесть на дно. Для этого надо тщательно все перемешать, тщательно все растворить в водичке. Так. Вот, друзья, полтонны дров в одном тазике. Итак, все тщательно перемешал. Я уже вижу, руками чувствую, что все крупные куски, не сгоревший уголь плавает сверху, древесный, а снизу собралось твердая какая-то, твердые остатки, скорее всего, тут песок попадал вместе с дровами, грязь какая-то тяжелая и, конечно же, всякие железки. Сейчас я сначала уберу вот эти легкие куски большие, не сгоревший уголь, потому что все, что тяжелое было, оно уже осело на дно. Сейчас нам вот этот лишний мусор, который сверху плавает, он нам мешает.
Сейчас я его просто руками уберу в сторону. Ну, его просто можно выкинуть. Сейчас еще потщательнее перемешаю, чтобы мало ли какая-то еще маленькая крупица осталась, может быть, чтобы она вся полностью выпала в раствор и села на дно, чтобы случайно не выкинуть ее вместе с угольками. Угли уже так не перетираются руками, они все-таки твердые. Поэтому их будем просто выкидывать. Все, убираем верхнюю часть. Она нам уже не нужна. Дно я не трогаю. Беру только сверху. До дна тут примерно сантиметров 10. Я убираю только то, что сверху плавает. Сверху на воде. Снизу остались тяжелые фракции. И по ходу дела там еще песок. Песок, который попадался вместе с дровами. Дрова грязные были. Песок он тоже тяжелый, сел на дно. Ну и сама, видно, тяжелая не сгоревшая сажа. Или зола, тоже она выпала в осадок. И среди нее очень много, вот уже в палец воткнулся, попадает гвоздей. Сейчас нам нужно избавиться от гвоздей. Буду перемешивать вот так, снова взбаламучивать его, всю эту осевшую на дно, и извлекать оттуда магнитом гвозди. Вот, допустим, один из них. От гвоздей сейчас нужно нам избавиться. Итак, беру магнит поисковый. Сейчас буду им все отфильтровывать. Ну, сначала сложу сюда, в это блюдо, все попавшееся железко. Вот, чувствую, уже гвоздики попадают, прицепляются. Из жидкого раствора их гораздо легче доставать, чем из сухого ведра золы. Вот сколько много железа. Ух ты! Так, все это убираем. Оно нам все не нужно. Тут еще скобочки попадаются, скрепочки. По ходу дела от картона, которым я растапливаю печку. Вот еще целая гора гвоздей. С дровами у меня были и доски всякие. Доски от забора, от строительства, остатки. Вот это вместе с гвоздями. Вернее, гвозди туда так и попадали в печку от строительного мусора. Так, сейчас надо взбаламутить, потому что что-то на дне этот раствор начинает уже прессоваться. И гвоздики, они в растворе там оседают. Магнит не может до них добраться, до самого дна. А гвоздей, походу, тут будет пару килограмм. Вон уже сколько целыми горстями прилипают. Да, ого-го. Да, это что-то. Тут гвоздей уже пару килограмм я насобирал. Я не ожидал. Тут железа больше, чем золы. Все, друзья, к магниту больше ничего не прилипает. Все гвоздики, я и болтики, саморезики, которые были в золе, все отфильтровал. Магнит чистый. Больше к нему ничего не прилипает. Все, железо все извлек. Все это лишнее воду сейчас сливаю. Она нам больше не нужна, грязная. Итак, друзья, таким образом мы провели концентрацию. Полкуба дров, почти 500 килограмм, наверное, превратилась вот в такой ничтожный шлепок золы, которая похожа на смесь цемента и непонятно какая-то каша-малаша. Сейчас я еще раз это промою, чтобы еще больше избавиться от всяких лишних примесей, чтобы еще больше сконцентрировать осадок на дне этого тазика. Ну и получается, промываем как в лотке. Внизу все остается, а все, что легкое, смывается сверху с водой. Делаем такую грубую промывку, пока что в большом тазе. Все, сливаем всю лишнюю дребедень, всю легкую.
Вот осталась у нас самая тяжелая фракция в углу этого тазика. И эту фракцию как раз мы сейчас будем промывать в лотке. Итак, для промывки принес еще один тазик, в котором буду промывать, и 2 чистых ведра воды. Сейчас сюда выливаю, и здесь буду делать промывку вот этого осадка. В принципе, вот этот осадок, верхнюю часть можно было выкинуть, потому что все, что нас интересует, находится вообще в самом-самом низу в уголочке. Но чтобы перестраховаться, промою весь объем. Тут, в принципе, не так и много, наверное, на 2 лотка будет. Сначала заберу и промою верхнюю часть из этого тазика. В верхней части, еще раз повторяю, вряд ли что-то будет, потому что все, что нас интересует, оно осело внизу, в самом низу, на дне этого тазика. А тазик у меня что-то начинает падать. Неуравновешенный какой-то он становится. Все, погнали. Промывку делаем. Что там камера-то показывает, не видно мне. Смывать можно смело, потому что сверху только одни угольки. Еще и косточки какие-то от еды, видно, остались. Косточки перегоревшие и угольки. Можно смело их смывать. Тут осталась какая-то железяка. Ого, это расплавленный кусочек свинца. Расплавленный кусочек свинца. Ребята, вот как раз контрольная получилась. Да, гнется. Как контролька наша получилась. Что мы лишнее ничего не выкинули. Все, что тяжелое, вот оно оседает на дно. Даже не представляю, откуда свинец взялся. Но видно, какая-то кусочек какого-то свинцового изделия был. Вместе с дровами в печку попал и переплавился. Так, трофейка маленькая. Тут же какой-то камушек. Ну, камушек обычный. Видно, с дровами, с грязью попался. Еще один камушек. Еще один камушек. О, еще один кусочек свинца. Неправильной формы расплавился. Свинец отложим. Ну, камушки уберем, они нам не нужны. Так, алюминька. Интересно. Какая-то свинцовая... А, нет, алюминиевая пломбочка, да. Алюминиевая пломбочка. Представления не имею, откуда она... Ой, упала, уже убежала. Представления не имею, откуда она может быть. Видно, с каким-то мусором попала. Так. Кусочек стекла. Стекло нам тоже не нужно. Уберем его. Ну и вот еще кусочек стекла. И камушки. Значит, ага, значит, все делаем правильно, друзья. Промывку делаем правильно. Все тяжелое осталось внизу. И самое тяжелое должно быть там, в том уголку. Все, домываем. Все мы правильно делаем. Все делаем по-научному. Все тяжелое у нас остается в лотке. Перетряхиваем почаще, чтобы сконцентрировать все в самом низу лотка. А все, что верхнее, все смываем смело. Вот еще камушки появляются. Еще маленький кусочек свинца появился. Или может даже кусочек алюминия переплавленный. Капелька какая-то. Может свинец, может алюминий. Тоже положим в сторонку. Ой, упал. Ой, кусочек-то у нас упал. Капелька-то моя упала. Вот она, нашел. Так. Промываем дальше. Интересно, ребята, интересно. Ну все. Все, золото будет сегодня наше. Появляются все новые и новые интересные штучки на дне лотка. Ух ты! Вот это да. Вот это да. Появилась какая-то синенькая круглая штучка. Представления даже не имею, что это такое. Причем тяжелая, очень тяжелая.
Очень-очень тяжелая, как будто это дробинка, но она стеклянная, что ли. Не знаю, сейчас уберу в сторонку. Непонятно. А, это бисер. Точно, вон дырка в серединке. Это бисер, ребята. Интересно. Так. Опять расплавленный алюминий. Даже кварц попался. Ребята, даже кварц в дровах есть. Оказывается, золото, не только золото есть везде, но и кварц есть везде. Интересно. Камушков много всяких интересных. Красненькие, черненькие. Это вообще какой-то черный камушек. Как будто в реке. Интересно. Вот а с дровами всякая грязь попадала. Дрова на земле лежали, и видно, от земли попадалась всякая грязь. Камушек. Так. Ребята, смотрим. Видно, что все легкое, оно еще болтается сверху. А все тяжелое, оно уже лежит в этих ямках, в уступках. А легкое все болтается. Легкое все смываем смело. На него не стоит обращать внимание. Все эти кусочки золы, маленькие песчинки, все легкие. Все, ребята, все самое тяжелое осталось в этих уголочках. Вот их-то мы сейчас и просмотрим внимательно. Сейчас я все это сконцентрирую внизу на дне лотка. Посмотрим, что тут есть. Какая-то желтая штука. А, она рассыпалась. Видно, кусочек золы был. Сейчас я посмотрю поближе, что-то так плохо видно. Так, внимательно все проверил. И что-то я ничего пока не увидел. Ребята, есть немножко, как называется, магнетита. Магнетит даже есть, друзья мои. Странно. Магнетит есть, а золота нет. Вообще ни одна песчинка не блестит. Хотя что-то, блин, я смыл, что ли, ее. Только что блескнуло. Ребята, есть. Вы не поверите, но есть. Две маленьких крупинки. Видно, как они отблескивают. Это вообще... Они очень супер маленькие. Но мне без приближения вам их даже никак не показать. Они просто супер маленькие очень. Одна... А нет, ребята, это зола. Зола рассыпалась. Раздавилась на две половинки. И вторая еще кусочек есть, маленький второй. Но этот маленький второй, мне его вообще никак не взять. Хотя блестит он интересно. Ладно, ребята, промываем остаток. В первом лотке в итоге ничего не оказалось. Но тут и не должно было ничего быть. Все должно быть здесь, внизу. Все, промываем второй лоток. Также все, сначала все перемешаем, чтобы можно было смело верхнюю часть смывать. Угу. Все делаем правильно. Опять у нас появились алюминий расплавленный. Алюминий или свинец, непонятно. Опять получились тяжелые камни внизу какие-то. Еще камень, еще камень. Ага, значит, все делаем правильно. По науке. Еще алюминий. Это, скорее всего, фольга от каких-то шоколадок. От коробочек она плавится в печке.
и превращаются алюминиевые. И превращаются в такие маленькие слитки алюминиевые. Камень большой. Непонятно какой, откуда взялся такой гигант. Еще одна пломбочка. А, это алюминиевая проволока. Гнутая. Вот сколько камушков навылезало много. Опять алюминиевая штучка какая-то. Какая-то закрепка алюминиевая. И много-много камушков опять всяких разных. Видно, попадали с грязью, с мусором. Вместе с дровами и в печку. О, даже железка попалась, которая не отмагнитилась. Скрепочка. Скрепочка. И сейчас посмотрим, что у нас есть в самом-самом итоге, на самом-самом дне этого тазика. Было ли там что-то? И если да, то сколько? Осталось уже чуть-чуть. Тут буквально 10 грамм грязи, которую нам надо сейчас избавиться. Всякие камешки. Камешки их убираем. Скрепочка. Скрепочка тоже не отмагнитилась. Видно, попалась там. На самом дне было, магнит не смог ее зацепить. Где-нибудь в уголочке лежала. И камушки, конечно же. Итак, сверху опять плавают небольшие легкие фракции. Сейчас я от них полностью избавлюсь. И внизу, в самом-самом низу, в уголочках, в уголках мелкой рифли остается самое-самое тяжелое. Но крупного, конечно, я ничего не наблюдаю. Крупного нету ничего. Так, еще там песочек остался желтенький. Сейчас его доуберу. Все, ребята, больше ничего не болтыхается. Все лежит в рифлях. Все, сейчас посмотрим, что там есть у нас. Момент истины, друзья мои. Все спихиваем, спархиваем на дно. Так. Все у нас из рифли ушло в дно. Сейчас эту грязную воду солью. И смотрим. Смотрим. И ничего в итоге не наблюдаем. Да, друзья мои. Ничего крупного-то и нет. Может быть, оно, конечно, и есть там. Но, походу, в таких мелких фракциях, в микронах измеряется, что его не видно даже человеческому глазу. Вообще ничего не вижу, друзья мои. Только желтый песочек немножко. Но, на удивление, есть черный песок, по ходу дела магнетит. Но его поменьше уже. На самом деле взяться ему там, конечно же, нет, куда этому магнетиту. В таких больших количествах. Но он есть, на удивление. Все дно усеяно этим черным песочком. А ничего желтого я не вижу. Вообще ничего. Вообще ни капельки. Да. Но самое смешное то, что нам все равно есть что взвесить. Итак, друзья, вот они, сегодняшние находочки. Весь расплавленный алюминий. Свинец, кусочек вот это, я похоже, думаю, что это свинец, потому что он очень тяжелый. И оставшаяся алюминиевая фольга расплавленная. Вот сколько гвоздей я нашел. Это просто капец. Тут килограмм точно есть. Сейчас померяем. Весов не видно. Что там они показывают нам? О, ребята, 2 килограмма 85 грамм. Сейчас покажу. Офигеть. Итак, друзья, кусочек бумажки оторвал. Видимо, центр тяжести сместился, но видно стало. 2 килограмма. Чуть поменьше стало, да, центр тяжести сместился. 2 килограмма железа. 2 килограмма железа достал из золы. Да, друзья мои,
Все-таки ролик нужно было назвать «Сколько железа взяли», а не «Сколько золота взяли». Сейчас пойду магнит мыть. Все, друзья, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте красненькую кнопочку «Чпуньк» подписаться. И до скорой встречи. Всем пока.